В этом видео мы поговорим обо всем, что связано с инсулином. Сейчас каждый эксперт в соцсетях утверждает, что инсулин – это плохой гормон, откладывающий жир, который стремится заставить вас набрать вес любой ценой. Но действительно ли во всем виноват инсулин? Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про. Так, погнали. Перед тем, как перейти к сути вопроса, давайте разберемся, как пища влияет на уровень сахара в крови и какое место в этой картине занимает инсулин. Когда вы съедаете любой вид углеводов, ваш организм расщепляет их до глюкозы. Глюкоза попадает в кровоток, где становится известный как сахар в крови. И далее сахар доставляется в клетки, чтобы организм использовал его в виде энергии или же отложил на потом. Так вот, инсулин – это такой гормон, который позволяет глюкозе попасть в клетки. И когда она, то есть глюкоза, оказывается внутри, уровень сахара в крови падает. Так что инсулин можно считать ключом, который отпирает дверь для того, чтобы глюкоза могла выполнять свою работу. Без инсулина наш организм не смог бы хранить или использовать глюкозу, и мы бы ходили целый день с высоким уровнем сахара в крови. И это очень плохо, потому что если не лечить повышенный сахар в крови, то со временем это может привести к повреждению органов. Давайте вернемся к инсулину. Он вырабатывается в поджелудочной железе и выделяется всплесками примерно раз в 5 минут. Если вы не ели, то его уровень относительно низок. Но когда вы едите, уровень инсулина повышается, чтобы справиться с сахаром, попавшим в кровь. У здорового человека инсулин сразу же возвращается к своему нормальному стабильному состоянию, как только он справится с сахаром. Мы говорим о людях, у которых здоровая поджелудочная железа. Конечно, если у вас диабет, то все будет немного по-другому. Инсулин также взаимодействует со своим антиподом, гормоном глюкагоном, который велит печени выделять глюкозу в тот момент, когда уровень сахара в крови становится слишком низким. Печень может обратиться к гликогену, который является версией глюкозы, хранящейся в мышцах или же в печени, или может преобразовать любой белок в глюкозу через процесс, называемый глюконеогенезом. Вся эта команда работает вместе для того, чтобы держать уровень сахара под контролем и регулировать его. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. А мы продолжаем. Этот удивительный контроль над сахаром мы можем наглядно наблюдать в одном недавнем исследовании, где группе здоровых мужчин дали очень много пиццы и попросили их есть ее до тех пор, пока те не насытятся, а затем продолжать дальше, пока они не смогут впихнуть в себя ни единой крошки. Интересный факт, что участники после того, как насытились, смогли съесть еще столько же пиццы сверху. Но нас интересует другое, что происходило с уровнем их сахара и инсулина в крови после всего этого съеденного объема. Все время, пока они ели пиццу, поджелудочная железа в линейном режиме перекачивала инсулин. И чем больше они съедали, тем больше вырабатывалось инсулина для того, чтобы снизить уровень сахара в крови. Но в определенный момент сахар поднялся до определенной отметки, а затем практически выровнялся. И он был примерно одинаковым, начиная с того момента, как они съели только половину всей пиццы, и до самого конца. И вывод такой: у людей, не страдающих диабетом, уровень сахара в крови очень жестко регулируется, независимо от того, сколько и что они едят. Отсюда назревает вопрос: тогда какой смысл есть здоровую пищу, если инсулин все равно будет корректировать все недостатки в нашем питании? А нюанс в том, как определенные продукты будут заставлять нас чувствовать себя после их употребления. Несмотря на то, что уровень сахара у участников оставался примерно на месте, хоть и был немного выше нормы, они испытывали вялость и недостаток энергии. То есть физически они были в порядке, но чувствовали они себя не лучшим образом. Итак, мы выяснили, что у здоровых людей употребление углеводов не приводит к неконтролируемым скачкам сахара в крови. Но что насчет роли инсулина в накоплении жира? Инсулин помогает глюкозе откладываться в виде гликогена, но в то же время помогает откладывать все лишнее в жировые клетки в качестве долгосрочного резервного плана для использования энергии. Вероятно, именно поэтому инсулин получил репутацию плохого гормона, откладывающего жир. Ведь пока глюкозы достаточно, инсулин выполняет свою работу, нет необходимости расщеплять жир. Верно и то, что жир лучше расщепляется через 2-4 часа после еды, в тот момент, когда инсулин находится на самых низких уровнях. Если уровень инсулина никогда не снижается, то теоретически и жир никогда не будет расщепляться. Но это не совсем так.
Есть такое явление под названием метаболическая гибкость. Люди с более гибким метаболизмом лучше умеют переключаться с использования глюкозы на жир в качестве топлива. Эта гибкость связана с чувствительностью человека к инсулину, с процентом его подкожного жира и уровнем его аэробной подготовки. Хороший уровень физической подготовки повышает чувствительность к инсулину и лучше оснащает организм для расщепления жира. Но даже это потенциальное преимущество не гарантирует потерю веса без дефицита калорий. Другими словами, независимо от уровня инсулина, вы будете пополнять свои жировые запасы, если будете потреблять больше калорий, чем вам нужно. Поэтому, если кто-то вам говорит о том, что вам необходимо отказаться от углеводов и есть столько калорий, сколько вы хотите, потому что именно углеводы повышают уровень инсулина, а инсулин откладывает жир, то, думаю, вы понимаете, что нужно ответить этому человеку. Не имеет значения, как распределяются белки, жиры и углеводы в вашем рационе, на потерю веса влияет общее количество потребляемой энергии. В качестве примера приведу одно исследование, проводимое в метаболической камере. Это то место, где очень четко контролируется расход энергии человеком, где участников разделили на низкоуглеводную и высокоуглеводную диету и попросили их есть столько, сколько они хотят. Хотя в группе с высоким содержанием углеводов уровень инсулина был значительно выше, они съели намного меньше калорий и фактически похудели больше, чем группа, которая ела маленькое количество углеводов. Аналогично долгосрочные исследования показывают, что не имеет значения, придерживаетесь ли вы высокой или низкоуглеводной диеты, потеря веса будет примерно одинаковая при одинаковой калорийности. Мы также можем взглянуть на другую сторону медали, изучив инсулин и потерю веса на низкоуглеводной диете. Одно исследование показало, что низкоуглеводка хоть и снижает уровень инсулина, но она не приводит к большей потере веса. Более того, люди, придерживающиеся низкожировой диеты в этом исследовании, потеряли больше веса, чем те, кто придерживался низкоуглеводной диеты. Что касается инсулина как гормона, откладывающего жир, то в действительности он практически не влияет на набор или потерю веса. Потому что при одинаковом количестве калорий люди теряют одинаковое количество веса, независимо от того, болеют они диабетом или нет. Резюмируя, можно сказать, что высокоуглеводная диета хоть и повышает уровень инсулина, но она никак не влияет на потерю веса ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Все решают калории. Многие приверженцы интервального голодания настаивают на том, что оно обладает какой-то магической силой для похудения, так как снижает количество всплесков инсулина в течение дня и поддерживает его уровень как можно чаще, что повышает метаболическую гибкость. В вакууме это может быть правдой. Однако, как я уже рассказывал в своем видео об интервальном голодании, основной механизм, почему оно может работать, заключается не в инсулине и не в какой-то там метаболической гибкости, а в том, что мы просто не восполняем калории из-за пропущенных приемов пищи. Значит ли, что от голодания нет никакой пользы? Конечно же нет. Помимо потенциального способствования снижению веса из-за дефицита калорий вследствие пропуска приема пищи, интервальное голодание также может повысить чувствительность к инсулину. А более высокая чувствительность к инсулину означает, что ваши клетки могут эффективнее использовать глюкозу для снижения уровня сахара в крови, в то время как низкая чувствительность, она же инсулинорезистентность, может быть предвестником диабета. Как же использовать всю эту информацию в реальной жизни, если цель похудения? Совет: не думать ни о каких гормонах, а просто выбирать продукты, которые будут помогать вам чувствовать себя более сытыми и легче придерживаться дефицита калорий. Об этом я рассказывал в своем видео о похудении, найдете в подсказках. Чем дольше вы будете сыты, тем меньше вероятность того, что вы захотите перекусить и переберете по калориям. Есть такое мнение, что первая съеденная пища во время еды должна быть неуглеводной, например, мясом или овощами, для того, чтобы желудок успел немного наполниться до того, как углеводы попадут в него и дадут гликемическую реакцию. Здесь есть определенный смысл. Исследование, правда, в основном среди больных диабетом, показывает некоторую пользу при употреблении овощей и белка перед углеводами во время еды. Однако здесь не нужно утрировать, то есть разделять продукты и начинать питаться дробно. Если вы едите смешанную пищу, то вы в любом случае получите инсулиностабилизирующую пользу
даже если вы не начнете свой прием пищи с тарелки салата. Более целенаправленное питание может быть полезно для людей с инсулинорезистентностью или диабетом, но это не такой важный инструмент, как, например, более базовые стратегии, как выбор цельных продуктов вместо рафинированных. В заключение хотелось бы сказать, что инсулин хоть и играет определенную роль в отложении жира, то его контроль – это не та волшебная таблетка для похудения, о которой многие говорят. Поэтому сосредоточьтесь на сбалансированном питании и выборе цельных продуктов в течение дня, и все эти проблемы уладятся сами собой. Напоминаю, если у вас проблемы с весом или пищевыми привычками, то вы можете связаться со мной по ссылке ниже. Я помогу вам подобрать оптимальное питание и тренировки в зависимости от ваших целей. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!